Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу предложить связать вот такой красивый джемпер для любителей минимализма. Нежный, красивый, простой джемпер с вертикальными узорами в стиле оверсайз. Свободный крой, спущенный рукавчик. В общем, вяжется очень легко, просто, очень доступно. И он, знаете, предлагаю его связать из очень достойной пряжи. Шелк с мериносом, мягчайшая пряжа, она делает именно вот эту вязку, именно вот этот узор таким легким воздушным облачком. Немножко пушистенькая такая получается вещь, ну просто прелесть, девчонки. Я просто очарована. Сейчас я вам пролистаю эту красоту, вы посмотрите. Вот у нас спинка. Смотрите, приближаю вам спиночку. Здесь у нас, в общем-то, хорошо видны детали. У нас будет с вами полупатентная резинка и вот эти жгутики на 6 петельках. Планочка такая аккуратненькая сделанная. Это, конечно, фабричное изделие, но ничто нам не мешает связать эту красоту спицами. Вы увидите образец и поймете, что я нисколько не преувеличиваю. Конечно, здесь более тонкий такой подход. Я тоже постаралась в сегодняшнем нашем описании учесть вот эти все нюансы, тоненькая планочка, вот эта резиночка по низу, да, красивый такой патентный воздушный узор. Вот, в общем, знаете, веет какой-то нежностью и вот таким вот каким-то очарованием от этой модельки. Она такая простая, и в то же время, смотрите, она подойдет на многие размеры, она подойдет полненьким женщинам, потому что вот этот вертикальный узор, да, он очень зрительно вытягивает фигуру, плюс все какие-то неровности фигуры он будет за счет вот этого узора и вот этой объемности, да, скрывать он в фигуре. Будет красиво смотреться, нежно, так, знаете, прям очень привлекательно. Ну, то же самое. Приближаю вам, да. И вяжется очень легко, знаете, на автомате. Вяжется просто на автомате. Вот я вам укрупняю, приближаю, да. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Ну, такой красивый, милый, просто, ну, я не знаю, какие еще подобрать слова, чтобы описать свой восторг, свое вот это вот какой-то вот, наверное, я фанат вязания, да, и что-то в неодушевленных вещах вижу какое-то одушевление, да. Вот опять приближаю вам картиночку. То есть вы, конечно же, длину, там, рукава, длину изделия для себя лично определяете. Конечно, в своих рекомендациях я говорю, о какой длине у нас будет сегодня в расчетах идти речь, но сейчас вот стало модно рукавчики такие длинненькие делать, особенно молодежный такой стиль, видите, это у меня часто спрашивают женщины постарше, зачем же это так делать. Ну, не знаю, вот девочкам прикольно, это вот нравится им, да. Конечно, если вы хотите что-то более строгое и такое, знаете, более такое классическое, я думаю, что, наверное, такой длина вам вряд ли понравится. Ну, а для девчонок, для молодежи это в кайф, я бы так сказала, да, выражаясь таким современным жаргоном. Так, ну, в общем, достаточно я вам рассказала. Давайте сейчас более детально с вами определимся. Сейчас я вам покажу выбор пряжи, который я буду предлагать для вязания данной модели. В сегодняшнем мастер-классе мы рассмотрим с вами размерчики 42-44, 46-48 и 50-52 будут, но ничто не мешает вам и на большие размеры сделать расчеты, слегка увеличив количество петелек. Сегодня я вам очень подробно опишу, как мы будем вязать. Все расчеты сделаю вам.
плотность у нас будет, свяжется образец узора, мы рассчитаем плотность, мы с вами прикинем, как нам расположить вот эти вот все раппорты, эти узорчики, чтобы все симметричненько получилось, чтобы вот эта косичка у нас была по центру, да, это все не случайно. Все нюансы я постараюсь вам описать, девочки. И как скос рукава сделать, и как вырез горловины рассчитать. Мы сегодня все с вами будем это дело как бы в теории проходить, да. Это видеопроект, я так называю сейчас свои мастер-классы. Раньше я называла их экспресс-мастер-классом. Теперь я считаю, что более правильное название – это видеопроект, в котором я не только вам рассказываю и пишу там что-то в виде текста, да, инструкция выкладывается у нас под видео, вы знаете, в каждом моем видеопроекте. Вот, я еще вам все это и показываю. То есть все здесь очень обоснованно, стараюсь сжато всю эту информацию изложить, насколько это возможно. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Для вязания, девочки, я предлагаю пряжу Yarnart Silk Royal. Это турецкая пряжа шикарного качества, 50 грамм 140 метров. И у нас 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. Спицы я использовала 3,5. И вот так выглядит наш узор. Пряжа шикарная, мягкая, нежная. В общем, одни положительные эмоции от нее испытываю. Очень подходит к данному вязанию, к этому узору очень подходит. Узор получается пышным, легким, невесомым и необычайно мягким, как вы видите, да. Такая рельефная получается косичка у нас, вот этот жгут, очень воздушный получается образец. Как альтернативу могу вам предложить пряжу белорусскую, она дешевле. Это пряжа Camtex серия Classic, 100 грамм 300 метров. Она будет такая же, значит, полушерстяная, акрил 50%, 56. Цвет возьмете тот, который вам нужно, этот белый цвет. Вот, этот немножко, видите, да, такой жемчужно-молочный. Мне нравится эта пряжа, и та, и другая. Просто эта пряжа подороже, вот эта пряжа турецкая, а эта попроще, подешевле. Но не менее мягкая, не менее пушистая. Я могу даже толщину вам показать, они в принципе идентичны. Толщина у них похожая. Вот смотрите, белая это наша пряжа русская, которая Camtex. И вот эта пряжа, которая турецкая слева. Видите, у них очень похожа толщина и структура. Немного пушистая, такая шелковистая и очень приятная, не колющаяся пряжа, что немаловажно. Джемпер получается воздушным очень и мягким. Очень важно, это особенность такая. Девочки, давайте сейчас я покажу вам схему данного узора. Схему узора я нарисовала, вот так выглядит у нас. Смотрите, здесь я изображаю, что раппорт у нас жгута нашего косы на 6 петлях будет 6 рядов в высоту. И полупатентную резинку я изображаю, ну, как обычно, резиночка. Да, у нас изнаночно-лицевая, но вяжется он на 2 рядах, этот узор, полупатентной резиночкой. Как связать и 2 петельках. 2 ряда, 2 петельки. Очень просто вяжется там с накидами. Ну, мы все это с вами сейчас увидите. Вы, да? Схематично это выглядит вот так, как череда изнаночно-лицевая, изнаночно-лицевая. Да? А жгутик у нас это 6 лицевых, который перекрещивается в определенном месте в 3-м ряду налево по 3 петли. Как это сделать, тоже я вам сегодня все покажу легко. Девочки, если вы начинающие, не переживайте, вы свяжете этот узор, он и легчайший, поверьте мне. Итак, давайте посмотрим выкройку. Выкройка. Здесь нет основных размеров. Размеры у меня всегда идут в расчетной части. Здесь я показываю вам конструкторское, так сказать, конструкторское изображение. У нас все детали вяжутся раздельно. Спинка, перед, 2 рукава. Перед и спинка одинаковой ширины, вообще одинаково вяжутся. Различие лишь в глубине выреза горловины. По спинке у меня тоже будет вырез горловины, на выкройке он не показан.
на 2 сантиметра глубиной будет. Здесь вот по переду 6,5. Кстати, эту величину вы тоже можете под себя изменить, если вам хочется поглубже, например, на 10 сантиметров. То есть это тоже все меняется, под себя делается, да? Так, ну а сейчас у нас с вами есть еще описание, которое я выкладываю под видео. Я его всегда показываю, вот оно составлено, я его напечатала. Размеры российские, как я уже говорила, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ну, европейские это для иностранных моих подписчиц. Описание вязания. Ничего зачитывать я, конечно же, не стану. Вы все это сами прочитаете. Здесь полная инструкция. Как я и обещала, как вывязать вырез горловины. Вот здесь я рассказываю подробно, как закрыть. Часто спрашивают вопрос, что такое 1 на 3. Девочки, 1 на 3 – это один раз вы должны закрыть 3 петли. Один раз закрыть 2 петли, да, понимаете? 4 на 1 петлю – это значит 4 раза вы должны закрыть 1 петлю. Все. Так что, если кто не понимает, что такое 2 на 3? 2 на 3 – это 2 раза 3 петли закрыть, по 3 петли закрыть. Вот так, будет точнее. Так, это я для тех, кто у меня просто в последнее время стали, наверное, молоденькие какие-то, спрашивают, не понимают, новички. Так, давайте, девочки, сейчас приступим к вязанию образца. Для вязания образца узора я набрала 30 петель. И давайте с вами свяжем сейчас. Раппорт узора у нас, в принципе, получается 17 петель. То есть вот 17 петель у нас идет, и еще для симметрии я добавила 11, плюс 2 кромочные. И в сумме получилось 30. Вяжем первый ряд. У нас будет скомбинированный узор, у нас будет полупатентная резинка и маленький жгутик на 6 петлях. И вот такие вот объединенные, получается, узорчики у нас образуют в целом такую красивую картину. Итак, приступаем к вязанию. Полупатентный узор вяжется на 2 петлях раппорт, и получается 2 ряда всего. Сейчас я вам показываю нечетный ряд первый, и он у нас является лицевой. Кромочную снимаем и вяжем первую петлю. Делаем вот такой накид и петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Все, раппорт связан. Опять накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. 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 Накид, петлю снимаем, не провязывая. Всего 11 петель. В жгутике вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее у нас это был раппорт 17 петель. И далее у нас идет для симметрии 11 петель. Та же самая полупатентная резинка. Делаем накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, снимаем, лицевая. Накид, снимаем. И далее у нас идет изнаночная, она у нас кромочная. Переворачиваем, и я показываю вам второй ряд, который является изнаночным рядом. И он у нас вяжется следующим образом. В резинке нашей полупатентной первую кромочную снимаем, и далее та петля, которая была с накидом, вяжется просто лицевой. То есть накид вместе с петлей вяжется одной лицевой. Изнаночная. Все, раппорт связали. Опять лицевая, изнаночная. Петля с накидом лицевая, изнаночная. Петля с накидом лицевая, изнаночная. Петля с накидом лицевая, изнаночная, лицевая. Ну и далее идут у нас наши 6 изнаночных. Это наш с вами жгутик на 6 петлях. И снова полупатентная резинка.
Петлю с накидом вяжем лицевой, изнаночная. Петля с накидом лицевая, изнаночная. Петля с накидом лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочная тоже изнаночная. Итак, связали. Сейчас будет третий ряд. Третий ряд у нас, и мы вяжем с вами опять полупатентную резинку. У нас повтор раппорта, да, делаем накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. И так вяжем, девочки, самостоятельно 11 петелек. Дошли до жгутика. В жгутике будут перекрещивания 6 петель налево. Сняли 6 петель на правую спицу. И поменяли местами. Первые 3 петли у нас будут перед работой, следующие 3 петли за работой. Вот они высвобождаются. Поменяли их местами. Если вы новичок в вязании, то вы можете воспользоваться вот такой дополнительной спицей. И вот эти петли, которые у меня перед работой, они одеваются на вот эту спицу и вяжутся уже потом. Вот смотрите, сейчас мы с вами свяжем все 6 петель лицевыми. То есть вначале те, которые за работой вяжутся, а потом те, которые с дополнительной спицы. Но я без дополнительной обхожусь, а вы, если хотите, можете воспользоваться дополнительной. То есть тут кто как привык, кто как умеет, в принципе. И тот вариант хороший, и этот. Далее вяжем опять 11 петель полупатентной резиночкой. Ну, второй ряд, вернее, четвертый ряд я показывать не буду. Вы уже видели, как вяжется изнаночный ряд в резинке. Ну, а в жгутике он вяжется как 6 лицевых, вернее, 6 изнаночных. Понятно, да? У нас с вами 5-й ряд раппорта. Вяжем его так же, как и первый вязали. Он один в один получается. 11 петель у нас вяжется с вами полупатентной резинкой, да, то есть петлю снимаем с накидом, лицевая, петлю снимаем с накидом, лицевая, снимаем, лицевая и так далее. Так, далее в жгутике у нас 6 лицевых. И здесь опять накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. И так до конца ряда. Вот такой простой, девочки, в принципе, узор. Очень простой. 6-й ряд вяжем по узору, да, как я уже вам показывала, все четные ряды, они так вяжутся. И затем повтор идет раппорта. Вот такой у вас будет вырисовываться жгутик красивый. Вот. Я, наверное, больше вязать не буду, в принципе, так все понятно. Наша задача, после того, как вы свяжете на определенную высоту образец, измерить плотность вязания по вертикали и по горизонтали. Итак, давайте влажную обработку горячим паром. Отдаем горячим паром наш образец и давайте его потянем вот так по вертикали и по горизонтали. Потянули. Еще разочек. А теперь даем высохнуть нашему полотну. Давайте измерим плотность. Для этого линеечку прикладываем к образцу, который уже высох, да, и измеряем. Так, ну вот прежде всего я его вот так в естественное состояние привожу, да, то есть вот как он будет у нас на изделии. После стирки расправили, прикладываем линеечку и получается 15 сантиметров. 15. Мы набирали 30 петель, разделить на 15, ну, собственно, 2, да, можно было устно посчитать. Запишем, что в 1 сантиметре у нас с вами 2 петли. В 1 сантиметре 2 петли. Дальше, вторая стадия, это вертикальная плотность. Так, а теперь вертикальная плотность у нас, смотрите, у меня получается 12,5 сантиметров. Итак, сколько рядов посчитаем в образце. Так, девочка, у меня связано 35 рядов. Я не стала вязать последний ряд изнаночный. 35 разделим на 12,5 сантиметров, получаем 2,8.
Да, плотность будет такая, довольно большая. В 1 сантиметре 2,8 ряда умещается. Вот такие цифры будем сейчас использовать с вами в расчетах. Для нашего расчета я буду использовать эту вот выкройку. У нас здесь очень простой крой, спущенный рукав, планочка. Все детали вяжутся снизу вверх и затем сшиваются. У нас с вами спинка и перед вяжутся одинаково. Различие лишь в глубине выреза горловины. Вот, и, в общем-то, у рукавчика здесь будет явный скос, который мы будем с вами формировать. Ну и об этом чуть позже. Сейчас о размерах. Значит, смотрите, на размер 42-44 ширина спинки будет 49 сантиметров. Спинки и переда, я уже говорила, что они одинаковые, да? Для размера 46-48 ширина спинки будет 54,5 сантиметра. И для размера 50-52 ширину я сделала 58,5 сантиметров. В петельном эквиваленте мы будем использовать плотность, которую мы только что рассчитали, в 1 сантиметре 2 петли. Мы с вами умножаем эти сантиметры. 49 умножить на 2, это будет 98 петель. 54,5 умножить на 2, это будет 109 петель. 58,5 умножить на 2, это будет 117 петель. Теперь, значит, вязать мы будем с вами планочку на высоту 6 сантиметров резиночкой 2 на 2. То есть резиночка 2 на 2. Вот. Вы можете связать 1 на 1, но если придерживаться оригинала, то там связано 2 на 2. И потом переходите на спицы номер 3,5, и уже у вас вяжется узор. Вот таким образом я распределила петли. Смотрите, девочки, теперь обращаю ваше внимание к нашей схеме. Значит, раппорт узора составляет 17 петель. 17. 11 плюс 6 это будет 17. Вот. Именно так начинается у нас раппорт с резинки полупатентной, и коса присоединяется на 6 петлях. И теперь здесь вам будет понятна моя логика, да, как я расчет делала. У нас 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 17 петель, плюс 11 петель полупатентной резинки мы добавляем для симметрии слева. Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. В сумме дает нам 98 петель. Понятно, да? То есть это вот 17. В сумме это 17. И вот мы 5 раз так располагаем для симметрии. Левые еще 11 петель. Вот эти 11 петель первой части добавляем слева. Для второго размера распределение петель будет следующее. Начинаем с кромочной, затем идут 8 петель полупатентной резинки, затем 6 петель коса. Затем у нас идут 17 петель, по 17 петель, 5 раппортов, 5, 1, 2, 3, 4, 5, то есть как здесь, только добавляются вот эти дополнительные петли. И заканчивается все 8 петлями полупатентной резинки и кромочной. То есть вы понимаете, да, здесь мы добавляем 6 петель косы и 8 петель у нас полупатентная резинка. Здесь тоже полупатентная резинка присоединяется к косе. Раппорт заканчивается косой. В сумме, плюс еще кромочная, соответственно, в сумме 109 петель. Для размера 50-52. Здесь такой расклад. Кромочная, 1 петля полупатентная добавляется, то есть в сумме это будет 12 петель. Вы видели, да, здесь 11 петель и коса, но у нас будет 12 петель. 12 петель полупатентной резинки начинается наш узор, и
12 петель полупатентной резинки заканчивается. Здесь идет 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов по 17 петель. Ну и, как я сказала, заканчивается 12 петлями полупатентной резинки. Соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Ну и в сумме это 117 петель. Вот такое вот имейте в виду расположение я рекомендую для узоров, для вязания. Это спинка и перед вяжутся одинаково. Спущенный рукав у нас здесь, никакой проймы мы не вывязываем. Высота проймы, первый размер я рекомендую 20 сантиметров, второй 21 и третий 22 сантиметра. Теперь по вырезу горловины, девочки. Ширину выреза горловины мы также определяем с помощью горизонтальной плотности. По спинке высота выреза у нас будет всего 2 сантиметра, вернее глубина, ну понятно, да, небольшая глубина на 2 сантиметра. Как ее связать, я расскажу очень подробно в описании под видео, то есть там смотрите в инструкции. А здесь я заострю внимание на ширине, как я ее определяла, ширину. Вот смотрите, стоит мерка 10, это на маленький размер, на наш, на 42-44. То есть двойной размер, это 20 сантиметров будет ширина проймы. Ой, вот выреза горловины по спинке, ну и по переду также. Вот, мы умножаем на плотность 2, то есть у нас в 1 сантиметре 2 петли, 20 умножаем на 2 будет 40. Вот отсюда у меня взялась эта цифра 40. Для второго размера я взяла 41 петлю, для третьего 43 петли. Также определяла, чуть больше брала. Все, что осталось, это петли плеч. Первый размер получился 29, второй 34 и третий 37. Значит, высота, глубина выреза горловины по переду у меня будет 6,5 сантиметров. И все эти моменты я высчитываю в своем описании, более подробно рассказываю. Так, вот теперь хотела бы остановить внимание на вертикальной плотности. Всегда говорю об этом, девочки, обязательно ее использовать. Мы ее не случайно считали. Она у нас с вами в 1 сантиметре 2,8 ряда. Любой размер на выкройке, который у нас по вертикали, надо умножить на эту плотность 2,8 и получить ряды. Вот на примере этого размера от планки до выреза горловины переда я посчитала мерочка 44,5 сантиметра. При длине изделия 57 первый размер, 58 второй размер, 59 сантиметров третий размер. Вот. И 44,5 сантиметра у меня получается, и затем начинает сформироваться вырез по переду. 44,5 умножить надо на 44,5 умножить на 2,8, плотность у нас по вертикали, получим 124 ряда, равно 124 ряда. Так и будете вязать. Не сантиметрами надо измерять это все дело, да, не бегать сантиметром своим там, а именно ряды считать. Посчитали 124 ряда от планки и начали делать вот этот вырез, формировать. Как его сформировать, тоже подробно описываю под видео. Где под видео, часто спрашивают. Под видео в нижнем правом углу есть перевернутый треугольничек. Вот такой вид имеет. Маленький такой треугольничек. Вот нажмите на него, и у вас откроется большая вкладочка. И там будет текст. Вот этот текст нашего описания вязания, то есть инструкция, последовательность действий ваших, все там есть. Все эти цифры там вы увидите. И там все разжевано, в принципе, все подробно расписано. Теперь к рукавчику возвращаемся. Так, рукавчик у нас с вами. Начинаем также с планки. Планочка будет на высоту 10 сантиметров, тоже вязаться резиночкой 2 на 2, как в оригинале. Вот, затем в последнем изнаночном ряду планки надо будет равномерно прибавить петельки, довести количество до 59 петель на все размеры.
По этому количеству петель, вот 46, 48, 50, вот у всех размеров будет разное, которые вы должны будете прибавить. И смотрите, распределение у вас узоров станет вот таким. Начинаем мы с кромочной. Здесь у нас косичка на 6 петельках, 3 раппорта подряд по 17 петель, и все завершается кромочной. Будете, когда вязать прибавки вот эти вот по скосу, будете вплетать их по логике в полупатентную резинку, да, то есть тут коса, здесь коса. Очень логично будет вот это прибавочки делать, да, не надо никакой узор соблюдать, просто полупатентную резиночку легко очень вписывать, да, петельки, там легко. Теперь, как считали скос? Ну, прежде чем к скосу нам обратиться, самой широкой части рукава я тоже посчитала. У нас в петельном эквиваленте это будет 79 петель первый размер, 83 петли второй размер и третий 87 петель. Вот. И вот на примере первого размера, смотрите, первый размер 79 петель. Как определила? Ну, у нас ширина 20, но это половинчатый размер, естественно. Вторая часть это тоже 20, да, рукава, то есть 40 сантиметров самая широкая часть. 40 сантиметров умножаем на плотность 2 по горизонтали. Это 80 петель. Вот. Но нам надо, чтобы было нечетное число, потому что здесь нечетное, чтобы нам было скос посчитать. Надо, чтобы было нечетное и тут, и там. Смотрите, с 79 отнять 59 будет 20 петель. И мы делим на 2 скоса устно, да, на каждый скос по 10 петель. Вот я написала первый размер 10 петель. Смотрите, теперь опять применяем вертикальную плотность. Высота скоса нашего при моем раскладе, если мы берем длину 46 сантиметров рукава вместе с планкой, то это будет 36 сантиметров. Высота скоса. Я умножаю на вертикальную плотность вот это число, то есть 36 умножить на 36 на 2,8 вертикальная плотность, получаю число 100. Всегда берется четное число 100. И теперь наши 100 рядов по скосу надо равномерно вот 10 петель прибавить. Как это сделать? Да легко. 100 разделить на 10. Устно делим, да, получается в каждом 10 ряду прибавка. Все. Дальше идет 100 разделить на 12. Это у меня для второго размера. Получается в каждом 8 ряду прибавка. И 100 разделить на 14. В каждом 7 ряду прибавка. Все. Все это сформируйте и на определенной высоте, то есть вот от планки до окончания 100 рядов, у вас будет вот это количество петель, 79, 83, 87, и вы их все в одном ряду закроете. Все. При сборке, значит, сшиваете плечи, и здесь нужно сформировать планку по вырезу горловины на круговых спицах. Меньшего диаметра берите, не 3,5, которым мы вязали узор, а для планки мы брали троечку тоже. И здесь для планки берите круговые спицы номер 3, поднимайте петельки. Ну, там обычно, девочки, бывает 80 петель. Ну, то есть 80, 82, 84. Вот сами прикиньте, как вам там, кто хочет посвободнее, кто хочет пообтянуты. Ну, в общем, около 80 петель у вас получится здесь поднять. Вот. И на высоту 3 сантиметра резиночкой 1 на 1. Заостряю внимание. Вот у них планочка связана меленькой такой резиночкой 1 на 1. Вот. Она там, по-моему, двойная, но это фабричное изделие. Хотите, двойную сделайте, если не будет грубо смотреться. На свой вкус, короче, делайте, девочки. Можно ведь это аккуратно сформировать и на одинарной резиночке будет хорошо смотреться, правильно? Так, ну, в принципе, вот все, что я вам хотела, я рассказала. Все это, что я вам тут рассказала, будет в виде текста выложено под видео. Там почитайте. А сейчас, мои хорошие, мастер-класс я заканчиваю. И давайте до новых встреч. Желаю вам удачи!